British Screen Presents совместно с Европейским фондом CD-продукции Великобритания, телевидением Испании, каналом Plus, BBS Films и Euro Image Console в Европе представляют Messidor Films и Road Movies Dritte Produktionen. Он разве не на первом этаже? Скорая помощь. Да, ну вот и дождались. Этот парень уже не молод. Он упал на диван. Давайте мы его осмотрим, хорошо? Это его старшая дочь? Вы были здесь, когда это произошло? Да, я только пришла и нашла его на диване. Как его зовут? Дэйв Карр. Дэйв. С ним все будет в порядке? Дэйв! Дэйв! Не отвечает. Он не реагирует. Он будет жить. Сейчас ничего нельзя сказать. Держите за него пальцы скрещенными. Есть ли у него кто-то из близких родственников еще? Да, моя мама. Она живет в Уэльсе. Да, но они не видятся часто. Поль, давай в больницу, он от нас уходит. О, Боже! Разве мы потеряли его? О, Боже! Все в порядке, все будет в порядке. Шахтерская газета. Новые закрытия шахт. Социалистический труд. 5-я колонна. Ян Харт, Розана Пастор, Исиар Болайн, Том Гилрой, Марк Мартинес, Фредерик Пиерот, Спэниш Трупс, Мятеж в Марокко, Все на борьбу, защитим Испанскую Республику, Земля и свобода. В феврале коалиция республиканских социалистов и другие левые партии одержали победу на всеобщих выборах. Они предложили ряд демократических реформ. Крупные землевладельцы, промышленники, церковь и армия опасались растущей силы рабочего класса. Это история Испанской революции. 18 июля произошел военный переворот против демократически избранного правительства. Его возглавил фашистский генерал Франко. Правительство принялось формировать сторонников ополченцев защитить себя. Организаторы выборов и политические партии пошли на борьбу за свои демократические права против фашистов. Некоторые силы были собраны на фронт Сарагоса в Арагоне. Вы можете видеть эти автомобили. Это формирование одного из боевых отрядов фронта Сарагоса в Арагоне. Вы можете видеть все эти автомобили, на них обозначена принадлежность к тем или иным политическим организациям, потому что все они были национализированы рабочим классом. Это Союз организаций работников железнодорожного транспорта. Это CNT. Как вы можете увидеть,
Это поддержка на улицах Барселоны. Но очень мало оружия. Большинство людей не имеют оружия. Вы можете видеть молодых, стариков, мужчин, женщин. Вот фашисты. Генерал, защитник привилегий. И что они делают с нами? Они убили и оставили там только за то, что они были профсоюзными деятелями. Каждое поражение для нас является поражением для вас. Каждый шаг, который принимает Франко в Испании, также приближает фашистов к власти здесь. Если Франко выиграет войну, он получил бы мощный импульс для фашистов во всем мире. А вскоре, товарищи, они будут порабощать всех свободолюбивых людей. Начнется варварство и войны. Товарищи, будь вы испанцами, англичанами, американцами или китайцами, мы являемся одним классом людей, с теми же стремлениями, с теми же надеждами на справедливое и равноправное общество. Я хочу, чтобы вы были с нами, сделать нашу борьбу вашей борьбой. Будем вместе. Давайте вместе. Давайте поднимем лозунг «Но пасаран». Они не пройдут. Но пасаран. Но пасаран. Но пасаран. Но пасаран. Но пасаран. Вы получили нашу поддержку. Мы идем с вами. Мы хотим бороться. Но пасаран. Кит, я собираюсь поехать в Испанию. Что, так и собираетесь в Испанию? Ну, не просто так, но это займет некоторое время для организации. Почему? Почему тебе надо идти? Потому что я могу. У меня нет ни детей, ничего-либо еще. Я имею в виду, ты знаешь. Что я здесь делаю, Кит? У меня пособие по безработице, 15 монет в неделю, а миллионы из нас вообще без работы. Я знаю, я была там с вами. Я знаю, но я хочу сделать что-нибудь, и вы можете сделать это здесь. Если у нас есть силы, мы должны сделать это сейчас. Я не могу тебя остановить. Иди сюда. Дорогая Кит, я сделал это. Были трудности, постоянно штормило. Но я был рад попасть на этот корабль. С нами был Ларри. Ларри дал нам шанс. Он помог нам скрыто пробраться на борт. Он сошел с нами на берегу в порту Марселя и помогал нам в пути в Испанию. А после я пробрался через границу на одном из грузовиков. Кажется, здесь нет никакой организации для сбора добровольцев, как я. Мы только что получили шанс выбрать свой собственный путь. Вы хотите сесть? Госпожа, вы бы не могли, пожалуйста, переставить кур? Теперь я живу в Испании. И тут все ярко так, что у меня болят глаза. Я еду в поезде на Барселону зайцем. Он сказал, что они могут использовать вонючие сапоги в качестве оружия против Франко. Что ты здесь делаешь? О, я пришел бороться за республику.
Здорово. Чем больше нас будет, тем мы быстрее победим. Хотите выпить? Спасибо. Грациас. Курите? Хотите покурить? Да, с удовольствием. Меня зовут Бернард. Бернард Гоужон. Рад познакомиться. Дэвид Карр. Бернард, вы курите, парни? Документы. У вас есть документы? Документы? Да у меня целый список здесь. Моя команда. Члены Коммунистической партии Великобритании. Смотри, все здесь. Видишь? Это все товарищи из ПОУМ. Что? ПОУМ. Никогда не слышал об этом? Нет, никогда не слышал о ПОУМ. Это испанские революционеры. Билеты, пожалуйста. Он с нами, шеф. Он пришел бороться с фашистами. Добро пожаловать в Испанию. Добро пожаловать в Испанию. Большое спасибо. Наша коалиция борьбы. Спасибо. Спасибо. Так что это подарок для вас. Так что, не надо платить? Нет, нет, платить не надо. Большое спасибо. Спасибо, товарищ. Влево, вправо, влево, вправо. Альт. Поверните вправо. Альто. Поверните влево. Альто. Эй, идиоты, возьмитесь за голову. Заткнись. Замолчи немедленно. Эй, дурная голова, ты запудрил уже мозги. Заткнись, я должен обучить командам. Я уже одурел от всего этого. Товарищ, товарищ, я собираюсь в Мадрид, понятно? Они делают там серьезные вещи. Это имеет жизненно важное значение для революции, как для мужчин, так и для женщин. У нас должна быть дисциплина, мы никогда не выиграем без нее. Дай мне оружие. Вы получите его в борьбе. Пожалуйста, поверьте мне, вернитесь в строй. Вы очень импульсивны, да? Придержите свою энергию. Я видел в жизни много импульсивных людей. Вправо, стой! В Германии я был помощником повара. Выпечка? Да, помощник повара. А ты, Ген, какая у вас работа? 11 лет на море. Боцман. Боцман? Да. Я только что провел 6 дней на море и понял, оно не для меня. Я плыл из Ливерпуля в Марсель, и все это время страдал от морской болезни. Я была служащей, уборщицей, прислуживала английской семье. С первого дня устроилась на работу, чтобы эти идиоты в Барселоне в конце концов оставили меня в покое. Теперь я впервые в жизни делаю что-то бесплатно. Салют, камарадос! Приветствую, товарищи! Вы получили оружие? Да. Антиквариат. Антиквариат? Немецкий карабин Маузера образца 1896 года. Одиночная стрельба. Сколько? 13. Хорошо. Ладно.
Это будет лучше, чем просто махать дубинкой. Хорошо. Получите его, и оно будет вашим. Что вы знаете об оружии? 5 лет во французской армии. Я был сержантом. Товарищ, откуда вы? Италия. Милан. Италия? Так вы знаете фашизм. Они ублюдки. Эй! Эй! Вам нужна помощь? Нет, я возьму это сама. Валя, Леона. Ну, у тебя и чемодан. Хочешь поменяться? Нет, спасибо. Идите сюда. Садитесь. Садитесь, пожалуйста. Гарибальди, иди сюда. Меня зовут Рафаэль Пацетти, капитан. Я знаю, но мне нужны Гарибальди больше, чем мне нужны Пацетти. Садитесь, пожалуйста. Леона. Хорошо. На другой стороне холма вырыты траншеи. Наши окопы. И за ними враг. Но все наши сторонники теперь в армии Франко мертвы. Меня зовут Видал, и я ваш капитан. Мы ПОУМ, и мы здесь организуем настоящий фронтовой отряд. К западу от нас стоят анархисты, и мы с ними товарищи по оружию в сражении против фашистов. Мы рабочие и крестьяне революции. Понятно? Не забудьте об этом. Вы здесь, потому что попали в отряд, собранный из тех, кто говорит по-английски. Хорошо? Мы гордимся тем, что вы боретесь с нами на нашей стороне. Эй, Дэвид, смотри, шлюхи тоже на фронте есть? Да, но эти лучше будут сражаться, чем вернуться домой. Доброе утро, Коган. Ваше подкрепление уже здесь? Я думал, оно будет только в воскресенье. Дорогая Кит, теперь я стал солдатом ПОУМ милиции. Это народная армия. Просто обычные мужчины и женщины, которые борются за идею. Кому не нравится в армии, идут домой. Мы выбираем командиров и принимаем решения на голосовании. Это социализм в действии. Я в специальном отделе. Здесь в основном интернационалисты, но некоторые и испанцы. И общий язык английский. Так мы и воюем. Вот такие у нас дела. У нас в отряде даже ирландец есть, его зовут Коган. Нам платят деньги. 10 песет в день, которые нам выдадут, когда мы пойдем в отпуск. И мы также получаем по пачке сигарет в день. И это неплохо. Это огромная операция. Около 20 тысяч солдат на линии фронта. Я не в коммунистической бригаде, но это и не имеет значения. Мы все воюем против общего врага. Да здравствует Франко! Да здравствует Испания! Фашисты, ублюдки, убирайтесь к черту! Сучьи дети! Фашисты, вам всем яйца поотрезали? У нас здесь жратва есть, чертовы идиоты! Здесь есть еда! Вы здесь просто мясо на убой, чертовы идиоты! Просто чертовы идиоты вы! Я собираюсь запустить тебе пулю в зад! Эй, богатые сволочи, вы умрете ни с чем! Мы должны использовать эту погоду, пока не начался дождь. Он никогда не останавливается, этот гребаный дождь. Ты уже это видел? Да, 5 лет в Манчестере. Глядел на этот бесполезный дождь через тюремные решетки. А что ты здесь делаешь? Сражаюсь за британцев. Убийца! Убийца, но из свободной страны. У тебя все хорошо? Да. У нас здесь много разных людей. Французы, немцы, американцы, испанцы, конечно, и шотландец по имени Джимми. Все отличные парни.
Линия фронта, как и предполагали, никуда не двигается. Мы следим за фашистами, а они наблюдают за нами. Все ожидают, что вот-вот что-то да случится. Копаем траншеи, выходим на патрулирование, несем караульную службу. Но хуже всего это вши. Они хуже даже того, чем если бы мы вернулись домой. Они сводят нас с ума. Они откладывают свои яйца во швы и в накладки от брюк. И мы никак не можем от них избавиться. Только и чешемся. Пищи не так уж и много. Это, как правило, хлеб и бобы, которые приносят нам всем проблемы. Макс, вы знаете, о чем мы говорили на днях, когда вы пришли? О, Бланка, как шлюха. Вы знаете, по-моему, она проститутка. Что? Вы сказали, что Бланка как бы проститутка. Она шлюха? Да, конечно. Она хороша. Все время одна. Да? Но к ней хорошо все относятся. Всем это известно, кроме тебя. Что, действительно, что ли? Да, это верно. Вы знаете, Дэвид, Бланка рассказала мне несколько историй. Я просто в шоке. Какая жестокая жизнь. Жестокая жизнь. Трудно одному. По сути дела, Хосе, могу сказать вам, вы знаете. Он знает ее очень хорошо. Вы знаете, потому что она знает, как это сделать. Это будет хорошо и дешево. Хорошо и дешево, да. Оставь его в покое. Дэвид, это подходящий момент. Слушай, ты ей нравишься, я тебе говорю. Удачи. Все в порядке? Да. Хотите сигарету? Нет, спасибо. Итак, я хотел бы сказать, что вот тут просто думал, если вы не заняты, позже, может быть, вы хотите пойти на прогулку вместе со мной? Вы знаете, Коган, ваш товарищ, помните? Мы видели вас в первый день. Коган, мой мужчина. Ты это понимаешь? Да, Си. Мы с ним жили еще до войны вместе, и мы присоединились к милиции вместе. Да, я извиняюсь, мы оборонялись вместе. Я сожалею об этом. Ах вы чертовы ублюдки! Я как-нибудь с тобой разберусь еще. Желаем творческих успехов? Да, большое спасибо. Марсель, Давид, смотри. О, фашистские заключенные? Нет, офицеры и кто-то еще. Как много? Кроме офицеров, Лоуренс, Коган, Джимми. Интересно, где они их обнаружили? Да, интересно. Этих чертовых сеньоров мы обнаружили за линией. Как-то, видать, отстали или потерялись. Эй, паренек, как тебя зовут? Хосе. Хосе? Есть хотите? Забери их и дай им поесть, Джимми. А где ваши друзья-то? У меня к вам несколько вопросов. У меня нет ответов. Я профессиональный солдат. Поддерживаю законно выбранное правительство. Это не настоящее правительство. Muy bien. Сколько солдат в вашей команде? У вас есть пулеметы? Артиллерия? Есть ли у ваших солдат желание вам повиноваться? Конечно, мы настоящая армия. Франко обескуражен. Жестокая бойня в Мадриде.
Очень много убитых. Центр Мадрида подвергся жестокой бомбардировке. Нацистские самолеты открыли огонь по гражданам на улицах города. Почта пришла. Для Мадриги, для Джимми. Нету, извини. Коган, иди сюда. О, здорово. Пегат. Пегат, ты в порядке? Эй, Пегат! 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 Ты куда бежишь? Что случилось? Оставь меня в покое, я хочу пойти домой. Что случилось? Я пойду домой, хорошо? Почему? Мне нужно кое в чем разобраться. Ты что, с ума сошел? Ты не можешь все так просто оставить. Я пришел сюда добровольно, и я могу уйти, когда захочу, правильно? Нет, это не так просто. Ты не можешь просто уйти, если захочешь. Здесь все же дисциплина. Моя женщина замутила с другим мужиком. Кто набьет ему морду? Ты? Видаль? Ну хорошо. Что ты собираешься делать? Разобью ему яйца, а у сучки этой заберу своего сына. И что, по-твоему, это хорошо будет? Скажи мне, что ты хорошего сделаешь? Тогда что мне делать, чтобы успокоиться? Оставайся здесь, со своими товарищами. Я приехал сюда из-за нее и из-за своей дочери, ради будущего. У тебя еще и дочь есть? Да, последние 2 месяца. И как ее зовут? Лидия. Смотри, если мы не победим в этой войне, там не будет ни для кого будущего, правильно? Ни для Лидии, ни для твоей жены, ни для тебя, ни для меня, ни для кого. Ты понимаешь? Эти фотографии дают какое-то представление о том, как было нам холодно. Но то, что они никогда не покажут, как дожди превратили все замерзшее в грязь. Мы тратили много времени для того, чтобы отыскать сухие дрова. Это Коган, немного дикий парень. Раньше он был в Ирландской республиканской армии. Он всегда вызывался первым в патруль и уходил обратно последним. Он всегда знает, на что идет. Его подругу зовут Бланка. Она в нашем отряде. Она немного нервная и резкая, как бритва. Настроение у нее переменчивое, но каждый знает, с Хоганом они хорошая пара. Худшее время — это когда ничего не делаешь. Кажется, мы просто топчемся вокруг и болтаем все время о политике. Но это тоже способ борьбы с фашистами. Завтра будет важный день. Мы атакуем деревню, где сидят фашисты. Подумай о нас. С любовью, Дэвид.
Снимите ваши мешки. Давайте, ребята, вперед! Дэвид, давай! Что там происходит? Нет! Нет! Эй, Чек, мне срочно нужны патроны. Да ты что там же, женщины? Дэнни, дай мне патроны. Дэнни, ты не можешь так рисковать. Коган! Коган! Фуэго! Огонь! Не стреляйте! Una niña. No sé. ¡Salid de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Коган, не молчи. Поговори со мной. О, мой мальчик.
Это та свинья, что стреляла с колокольни. Тихо! Смотри, командир, карабин еще теплый. Я хочу задать тебе один вопрос. Ты стрелял из этой винтовки? Нет. Скажи мне правду, ты стрелял с этой винтовки? Нет. Посмотри, вон доказательства. Кто же тогда? Убейте его. Он выдал им 5 наших товарищей из Советского Союза, и сейчас они все мертвы. Да, убить его. Что случилось? Они забрали моего мужа и обрили мне голову. Почему? Мой муж был милиционером. О нет. Примите ее. О нет. Эран, это анархисты. Это были молодые парни, анархисты. Кто-то сказал, что это священник указал, где они прятались. Он рассказал фашистам. Он знал, что фашисты убьют их. Убийца! Мы должны убить его. Отомстим за наших друзей. И мы увидим тебя воскресшим в 3-й день. И мы увидим тебя через 3 дня. 2 или 3 дня. Я и еще 15 человек будут удерживать эту деревню в течение 3 дней. Очень здорово, очень хорошо. Действительно, очень приятно. Я доволен, у вас изысканный вкус. Чико, привет. Спасибо, товарищ. Бланка, я просто хотел сказать, что я очень сожалею о том, что произошло. Я открыл огонь, но я даже и не знал, что попал в цель. Ты знаешь, он был очень храбрым человеком. Нам всем будет не хватать его. Да, я знаю. Я знаю. Ну ладно, ладно тебе. Когда я встретилась с ним в первый раз, он играл, как тебе сказать, на гитаре? Нет, другой инструмент. Там на 1 струну меньше. Банджо? Да, он играл на банджо. В барах, в кафе. Извини, Бланка, ты знаешь, это моя вина и... Нет, я не знаю, что... Нет, ты не убивал его. Это фашисты сделали. Он как-то говорил, что его непременно убьют. Я не хотела это слышать.
Это может произойти рано или поздно с любым из нас. Сегодня у нас у всех большой траур. Но это не должно останавливать нашей борьбы. Жозефина, Себастьян, Тереза, всем нам нужно бороться так же, как это делали они. И мы будем продолжать бороться так же, как это делали они. Они здесь, с нами. Мы боремся за одно и то же дело. Мы должны похоронить их в земле, но земля — это наша сейчас, товарищи. И с этого места мы должны черпать силы для нашей борьбы. Битв еще много, и наших противников тоже очень много. Но нас все больше. Нас всегда должно быть еще больше. Борьба продолжается. Да здравствует революция! Да здравствует! Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Borrar rastros del pasado, arriba esclavos todos en pie. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Abruguémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Abruguémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Да здравствует революция! Смерть фашизму! Смерть! Venga, sentémonos. Давайте, присаживайтесь. Друзья, теперь поместье Дона Джулиана стало народным домом. Давайте начнем заседание. Кто будет выступать? Тереза. Мы должны провести коллективизацию. У мужчин на фронте нет еды, и у людей в деревне осталось совсем немного. И это все из-за фашистов. Они постоянно оббирали нашу деревню. Мы должны провести коллективизацию как можно скорее. Мы должны производить продукты, чтобы как можно скорее накормить народ и товарищей. Ну, я согласен, конечно. В первую очередь заберем землю у Дона Джулиана и поделим ее между людьми. Но каждому по чуть-чуть. A cada uno lo suyo, ¿no? Quiero decirte que... Todos debemos de tener para nuestro mantenimiento personal. Подождите, дайте Хосе сказать. Хосе, скажи. Я работаю на своей земле так, как я считаю нужным.
Это же совсем немного. Все, что я начал работать и все вложил в нее. Подождите, я хочу сказать здесь нашим друзьям, что это очень хорошо, что он хочет работать на собственной земле. Но насколько же это будет лучше, если мы все будем работать вместе? Если урожай будет готов, мы все получим пшеницу и картофель. Нет, я не это имел в виду. Мы все должны иметь что-то. Поддерживать как-то революцию. Революция должна быть именно такой. Не надо откладывать на завтра. Хосе, это не только вопрос о земле. Конечно, будет нелегко, но мы должны для общего дела. Будем как-то поддерживать друг друга. Разрешите я скажу, революция – это вам не беременная корова. Если мы не будем помогать, у коровы никогда не будет теленка, и дети останутся голодными. Не забывайте, что в битве некоторые товарищи погибли за нас, как и те мальчики. Мы должны провести коллективизацию, вы меня понимаете? Народ должен что-то есть. Мы начали эту борьбу, и она должна продолжаться. Людей много, и никто не должен умирать с голоду. Не-не, я получил то, что я заработал. Подожди, Пака, не твоя очередь. Нужно придержать зерно, чтобы улучшить потом наши урожаи. Мы же должны что-то и сеять, урожай должен расти. Другие деревни провели коллективизацию, все работали на земле как один. А знаете, что с трактором мы можем сделать всю ту же работу в 5 раз быстрее, чем просто запрягая мула? Один момент. К чему вы все это клоните? Себастьян, просто у нас есть подтверждение, что в других деревнях-то это работает. Я считаю, что мы должны забрать всю эту частную собственность. Никто и ничего не получит. Мы могли бы объединить все наши ресурсы. И в зависимости от каждого человека и от ситуации, мы могли бы все распределить. Если вам нужна корова, вы ее получите. У нас у всех будет 4 или 5 дней. Эй, подождите, товарищи. Здесь у нас есть милиция. А кто может знать, что происходит в других местах? Они помогли нам здесь. Тереза, Пепе прав. Мы подумаем о наших друзьях из милиции. Так же точно поступили и в других деревнях. Это открытое заседание. Вы можете говорить все, что хотите. Ваше мнение будет приветствоваться как мнение любых из нас. Пожалуйста, говорите. Это ваше село. Вы принимаете решение. Это ваше решение. Хорошо, вот что я думаю. И если кто-то не согласен, они должны просто сказать об этом прямо. Да? Хорошо? Вы должны забрать эту недвижимость, этот дом, эту землю и разделить ее среди людей в городе сразу. Хорошо. Указ был принят республиканским правительством в октябре месяце. В нем говорится, что все имущество, принадлежащее лицам, участвующим в мятеже, будет конфисковано. Хорошо, но проблемы-то ведь здесь разные. Всех землевладельцев поддерживает Франко. А мы должны коллективизовать все земли, вы понимаете? Все земли, все зерно, все коллективизируем. Я понимаю. Я же здесь не для того, чтобы защищать землевладельцев. Но что вы будете делать, если у вас вот тут такой вот парень? Как его имя? Пеппе? Что вы будете делать, если вот такой парень, как Пеппе, арендовал у фермера пару акров земли? Или какой-нибудь торговец, который не хочет быть частью вашего коллектива? Что? Но эти люди тоже борются с фашизмом. Как же тогда быть? Это все очень хорошо звучит на бумаге, но в реальности, как это будет работать? Я боюсь, как бы мы не зашли здесь в тупик. Мы же не пойдем против антифашистов, правильно? Сейчас мы ведем боевые действия, и это, конечно, ставит под угрозу наше производство.
Лоуренс, я думаю, что частная собственность на землю должна быть полностью отменена, забыта и отменена, потому что она поддерживает в народе капиталистический менталитет. Я согласен, хорошо, я согласен, но я имею в виду, что я-то здесь не для того, чтобы рассматривать вопрос о частной собственности. Я знаю, что такое частная собственность. Я знаю, что она творит с разумом людей. Хорошо, я не настаиваю. Это не время для аргументов из учебника о социализме или о земельной реформе. Мы должны победить фашизм, и это приоритет. Вы что, думаете, что я говорю как учебник? Нет, я соглашусь с коллективизацией. Хорошо? Но смогут ли эти люди работать сообща? Ну, это ваше мнение. Они обратились ко мне за советом? Нет, но в моей деревне народ не будет ждать, когда правительство даст им землю. Они возьмут ее сами. Я хочу, чтобы вы подумали о чем-то более значимом, более, чем это село. Взглянули на картину шире. Хорошо. У меня нет никаких сомнений в том, что испанский народ сам по себе может свергнуть Франко. Но вы боретесь не только с Франко. Теперь к нам залезут на спину и Гитлер, и Муссолини. Согласны со мной? Взгляните, за исключением России и Мексики, остальной мир повернулся к нам спиной, правильно? Они отказываются продавать нам оружие. Это все капиталисты, это же капиталистические страны, и вы никогда не получите от них помощь. В первую очередь мы должны понимать, что они нам не друзья. Я из Германии. Мы хотели революцию, а что получилось? Мы же ведь были самым решительным движением в Европе. Самая лучшая организация рабочего движения. 6-миллионный союз. А что получилось? Гитлер. Социалисты и коммунисты сказали нам: делайте вашу революцию позже. Но я говорю, делать революцию нужно сейчас, когда люди видят, как и в деревне, что вы можете сражаться за вашу жизнь и за вашу землю. Когда мы проведем коллективизацию, мы дадим хороший пример для людей, проживающих в Германии, Италии, и они последуют нашему примеру. Эти люди думают, что они живут, что они счастливы, что у них все есть, но у них нет ничего. Но мы должны показать им, что у нас есть. Мы бедные, но мы живые. И у нас есть уверенность. Мы не должны подчиняться страху. Мы живем и будем умирать, когда придет наше время. Но все французские рабочие будут смотреть на нас в Испании. И, вероятно, будет также смотреть весь мир. И я думаю, что это подходящее время для борьбы. Бороться плечом к плечу, вместе. Теперь мы знаем цену свободе, и мы потеряли много друзей. Ген, ваша теория очень соблазнительна, но у меня один вопрос к вам. Кого вы пытаетесь успокоить? Правительство иностранных государств? Иностранные банки? Что такое революция? Это не что иное, чем радикальное изменение морали, богатства и власти. Только так мы сможем их успокоить. Только так, когда мы обрушим на них свою ярость. А пока что это не значит ничего. И я думаю, что ты прав, когда говоришь, что они должны смотреть за пределы этой деревни и должны видеть то, что происходит снаружи. Жить хорошо должны не только иностранные банки и иностранные правительства. И мы должны смотреть на то, что происходит за нашими окнами. И как по этой земле ходят 2 миллиона безземельных крестьян. С первого же дня своего рождения они не имели абсолютно никакой надежды и проводили свою жизнь в нищете.
И если мы откажемся от борьбы сейчас, то идеи наши умрут, и все это будет напрасно. Идея является основой всего. Когда люди будут мертвыми, неважны будут никакие идеи. Если победит Франко, ну вы знаете, если победит Франко в этой войне, он может просто уничтожить миллионы людей, и они не будут иметь для него никакой ценности. Они будут просто куском дерьма, точно. Так что если мы выиграем войну, то нет смысла в распространении идеологии. В жизни идеология не существует, как та, что в книге. Она должна быть реальной для реальных людей. Давайте голосовать. Все те, кто в пользу коллективизации, все те, кто против. Друзья, мы проголосовали за коллективизацию. Все правильно. Давайте ваши руки. Hay que defenderla con fe y valor. Alta la bandera revolucionaria que del triunfo sin cesar nos lleva en pos. Alta la bandera. Как ты себя чувствуешь? Помочь тебе? Да, все нормально, спасибо. А вы говорили о бедности. Кто? Вы? С Коганом, ночью. Я говорил об этом с многими, и даже тогда, когда был ребенком. Бедные люди, они живут и зарабатывают всего 2 песета в день на сельскохозяйственных работах. И то, если еще повезет. Крестьянские семьи живут в лачугах или каких-то землянках. И все это вызывает только сожаление. Вот почему нам нужна революция. Не надо смеяться. Я и не смеялся. Я видела. Вы смеялись. Так лучше, может быть, идти с этой стороны. А вы перестаньте смеяться. Иногда, Кит, я чувствую, что я не просто человек. Я чувствую себя иногда очень возвышенно. Если ты понимаешь, что я хочу сказать, я могу видеть дальше, и я замечаю вещи, о которых даже и не думал прежде. Теперь я смотрю на себя, на бесшабашного романтика, который покинул Ливерпуль. Но время меняет лица. Мои друзья погибли во время войны. Ребята, как Коган, а также те женщины и дети, которые погибли в той деревне. И это все теперь часть меня. И эту часть от меня не оторвать. На передовой Арагона мы держим свои позиции. И если бы у нас только было достойное оружие, кто знает... Здорово ведь было бы увидеть здесь советскую танковую бригаду, которая прошла бы по этим холмам. Но это только надежды, да? Товарищи, послушайте, пожалуйста. Я должен уехать в штаб на очень важное совещание. В генеральный штаб. И сейчас я говорю очень важные вещи, потому что мы собираемся обсуждать вопросы по поводу нашей интеграции в новую народную армию. У нас нет выбора. Правительство в Валенсии говорит, что больше нет милиции, и что теперь мы все часть нового коммунистического движения под руководством народной армии. Теперь мы можем проголосовать, хотим мы этого или нет. Как вы думаете? Можно я скажу? Можно я? Разрешите мне, пожалуйста, 1 минутку. Это может быть последний раз. Пока мы еще в милиции, мы можем голосовать, правильно? Может быть, мы могли бы переформироваться в новую народную армию и получить даже новое оружие, объединиться, и все же мы также и милиция. Вы мечтатель, Пигот? Это невозможно. Знаешь, я думаю, что мы должны смотреть на вещи реально. Кто даст нам оружие? Русские? Они не спешат нам его давать, потому что думают, что мы не сможем им воспользоваться, и что мы достаточно не подготовлены.
Поэтому имеет смысл лучше подготовиться, организоваться в регулярную, дисциплинированную армию. И это очевидно. Я не вижу в этом ничего плохого. Но создание новой армии подразумевает дисциплину и военную иерархию. А это уничтожит революционный дух народа. Что? Это не имеет смысла, Бернар. Коммунистическая партия была создана для революции. Почему они хотят подавить революционный дух? Это больше не революция. Посмотрите, милиция – это и есть центр борьбы. Сталин опасается нас, потому что он хочет подписать договоры с Западом. И он уже подписал кое-какие с Францией. Таким образом, чтобы подписать договор, прийти к соглашению, он должен быть респектабельным и обнадежить. Но если он поддержит нас и революцию, он потеряет свой авторитет на Западе. Я не знаю, Бернар. Вы можете быть правы. Я не знаю. Но я знаю, мы не выиграем эту войну с кучкой недисциплинированных разгильдяев. Может быть, вы говорите про себя, но не про меня. Мы сделали уже немало, а могли бы сделать еще больше с нормальным оружием. Мы удерживаем Валенсию, Мадрид, Барселону, но мы потеряли Толедо, Малага. Но мы должны для себя уяснить одну вещь. Если мы согласимся стать частью армии, нам дадут оружие. Нам дадут оружие и поставят условия. И это шантаж. Там они не заинтересованы в партнерах, они хотят получить нас в солдаты. Но все-таки давайте голосовать. Пусть они знают о том, что мы думаем. Все? Да. Это явное большинство. Теперь затвор. Вставьте сюда патрон. Это понятно? Вот и все. Вы защелкиваете затвор, и оружие готово к стрельбе. Тогда давай, господин Лорел. Ну-ка, прицелься. Даже хотя бы в небо. Что ты там видишь? Необходимо упереть приклад карабина в ваше плечо. Огонь. Как ваше плечо? Вы боитесь винтовки? Да. Держи его твердо. Вот так. Вы не должны дергать курок. Сожмите его, как обнимают женщину. Понятно? Вы когда-нибудь щупали у женщины сиськи? Да. Да? У них их две. А, черт! Черт! Давай быстрее! Ты в порядке? Что с тобой? Дай сюда палку. Эй, что случилось? Мы должны отправить его в больницу. Что случилось? Чертова винтовка взорвалась у моего лица. Все, теперь вы довольны? Вы проголосовали за эти дерьмовые железки. Слушай, ты ничего не можешь более лучшего сказать? Пожалуйста, не орите здесь. Вы только посмотрите, что здесь происходит. Это дерьмовое железо чуть не убило его. Я не могу здесь оставаться и смотреть, как люди умирают от глупости. Спокойнее, спокойнее. Дэвид, я хотела бы посмотреть в ваши глаза. Ваши глаза в порядке? Да. Болит это место? Они наложили вам повязку и отправят вас в больницу в Барселону.
Когда вы выпишетесь из больницы, вам нужно для отдыха некоторое время, прежде чем вернуться обратно. Да. Я знаю одно неплохое место в Барселоне. Там обычно собираются люди из ПОУМ. Хотите адрес? Да, было бы здорово. Спасибо. Это что, пансион какой-то? Да, можно и так сказать. Ты там останешься. Там заправляет всем одна пожилая дама. Скажи ей мое имя. Хорошо. Я скажу ей. Бланка послала меня. Может быть, у вас есть какая-нибудь комната для меня? Увидимся как-нибудь. Надеюсь, что увидимся в ближайшее время. Скажите, где этот пансион? Pensión Adela. Пансион Аделла? Здравствуйте. Нет ли у вас для меня места? Кто вы? Я друг Бланки. Она послала меня. О, я люблю людей, знающих английский. Они, как правило, чистоплотные и аккуратные. Это моя комната? Да, ваша. Спасибо. Здравствуйте. Как дела? Что ты здесь делаешь? Ты не рад меня видеть? Да, да, просто ужас. Как твоя рука? О, сейчас уже гораздо лучше. 2 дня назад сняли швы. А ты что здесь делаешь? Бернард дал мне 7 дней отпуска. Я хотела увидеть тебя. Ты же не против? Я купила вина. Это на стол. Через минуту я к тебе подойду. Хорошо, хорошо. Угощайся. И налей бокал для меня. Хорошо? Пожалуйста. Как Бернар? Он прекрасно. Теперь женщины не допускаются в армию. Новые правила. Да, я слышал. Я могу быть медсестрой, могу водить машину. Я даже могу быть поваром. Но больше я не могу быть стрелком. Я должна знать свое место как женщина. Майта теперь будет поваром. Нет. Да. Она будет худшей в милиции. Но это без сомнения. Времена меняются очень быстро. Да? Что говорит Видал? Ой, пожалуйста, я не хочу о нем говорить. Ладно. Сегодня я хочу забыть про все. Пули, траншеи, политика, убийство, предательство. Я просто хочу человеческих чувств. Салют. Салют. Сними рубашку. Что? Давай, давай.
fiscal your share. Сними рубаху. Ладно. Там же эти пуговицы, но ты знаешь. Что здесь происходит? Полицейские с прежних времен. И теперь они возвращаются. На фронте у нас нету пушек. И здесь, в Барселоне, полицейские пушки торчат из их задницы. Я сделаю кофе. У тебя есть спички? Что? Спички. Да, есть немного в моей сумке. Что это такое? Что? Это. Мы не получаем такого обмундирования, как это, в милиции. Смотри. Я собирался сказать тебе, я не в милиции. Я вступил в международную бригаду. Я отправляюсь в Альбасетто в пятницу. Сталинист? Уходи, убирайся. Ты проголосовал. Ты проголосовал быть в милиции. Да, но теперь совсем другие времена. Я поменял свое решение. Это из-за Лоуренса? Нет, это не из-за этого. Я член коммунистической партии. Я никогда этого не скрывал. Но ты же воевал с нами. С Паум. Да, я воевал с Паум. А теперь посмотри на эту дрянь, что случилось со мной. Но ты же прекрасно знаешь, почему. Ты же знаешь, они отказываются дать нам нормальное оружие. Дэвид, сталинисты являются предателями революции. Я так не думаю. Приходи в Ла-Баталью, поговори с ними. У меня нет тем для разговора с ними. Наши руководители были изгнаны из правительства. Это просто политическая стряпня. Нет, они пытаются запретить нам. Скажи мне, мы социал-фашисты? И вы знаете это. Ты знаешь, что мы под запретом. Журналистов арестовали. И здесь даже говорят о пыточных камерах. Я не знаю, что мне делать. Я подожду, я хочу увидеть все своими глазами. Но ты не видишь этого, ты не хочешь ничего видеть. Почему ты не сказал мне вчера? Я собирался рассказать тебе, просто ты лжешь. Послушай меня, я пытался. Бланка, я приехал в Испанию для борьбы за социализм, бороться за республику. И думал, что самое лучшее это делать в международной бригаде. И если то, что ты говоришь, правильно, я уверен, есть на это причина. Ты сейчас просто оправдываешься. Этому есть простое объяснение – сталинизм. Скажи, что ты собираешься теперь делать? Я иду обратно на фронт к моим настоящим товарищам. Подожди, Бланка! Бланка, я тебе говорю. Послушай. Бланка. Оглянись, Бланка. Пожалуйста.
Бомбы, маркированные немецкими орлами. Вот почему я в Барселоне. Все как-то перевернулось, Кит, и мне трудно это объяснить. Идея, которая заключалась в борьбе, теперь как-то рушится перед нашими глазами. Никто больше никому не доверяет. Анархисты и ПАУМ тяготеют в одну сторону, коммунисты в другую. Совместные планы на перелом Мадридского фронта. Город просто похож на пороховую бочку. Повсюду нападают на наши машины. И вот перестала действовать телефонная связь. Телефонную станцию защищали анархисты, но, говорят, полиция просто захватила ее. Говорят, что анархисты просто саботируют все наши военные усилия. Война идет на улицах. Повсюду стоят баррикады. Товарищи стреляют в товарищей. Фашисты, наверное, смеются, вот и все. Давид. Нападение на телефонную станцию – это, по сути, объявление войны рабочему классу. Что ее теперь ПАУМ удерживает? Рабочая забастовка теперь охватила все отрасли, за исключением производства оружия. Сельское хозяйство, машиностроение, склады – все закрыто. Баррикады свободы создаются в любой части города. Мы должны защитить революцию. Мы должны стрелять в фашистов, а не друг в друга. Что ты говоришь? У нас там еды нет. Вы слышите? Мы должны просто передать продукты. Пожалуйста, дайте пройти. Извините, сеньора, мне очень жаль. Ублюдки! Эй, вы, сталинисты, зачем вам было откалываться? Вы даже откололись от идей Карла Маркса. Вы даже не знаете, кто ваш враг, идиоты. Это вы, идиоты. Вы предали революцию. Это ложь. Вы те, кто раскололи антифашистский фронт. Я был на фронте, я знаю. Ты англичанин? Да, а ты? Откуда ты? Манчестер. Вот черт, а я из Ливерпуля. Как у тебя там дела? Не знаю. Почему ты не с нами? Почему ты здесь не с нами? Я не знаю, черт. Я чувствую фашистскую вонь. Вы там что, еду готовите? Колбасы, сосиски, бобы. Вы там есть хотите? Еще бы. Тогда идите сюда. Нет, ты что, никогда. Мы же не враги. Нет, никогда. Мы же не враги. Мой друг Мартин вернулся с фронта. Он чуть не умер от голода. Это катастрофа. Какой фронт? Арагон. Там просто все погрязли в войне. Каждый начальник. Он говорит, что они даже не знают, как заряжать оружие. Говорят, что милиция теперь уже не стреляет по фашистам. Да что они там, трахаются вместе, что ли? Они просто ничего не делают. Вот дерьмо.
Да там просто катастрофа. Они каких-то молокососов к себе принимают. Это просто ложь. Брехня. Я с фронта. Я был в милиции. Ты был в милиции? Ты в милиции был? Да он даже говорить правильно не умеет. Что? Что ты говоришь? Ты чем слушаешь, малыш? Ты меня не понимаешь, да? Ты же ничего не видел. А ты знаешь, как мы драли там этих фашистов? Эй, что происходит? Ах ты, сучий потрох. Тихо, тихо. Ты черт, ты же ничего не понимаешь и не знаешь. Ты же просто сопливый идиот. Эй, вы что, совсем очумели? Что тут происходит, вы понимаете хоть? Если лидеры ПАУМ и ЦНТ объединятся вместе, мы просто будем в дерьме. Вот что происходит. Нам что, тут иностранцы нужны, чтобы сообщать это? По крайней мере, здорово, что они здесь и нам помогают. О, смотрите, Лазарь! Да, вернулся из мертвых. Неужели это ты? Да, не забыли меня? Решил податься назад, что ли? Да. Рокко, Андрес, как дела, амиго? Эй, ты что тут, шпион коммунистов? Да. Ах ты, чертов англичашка! Приветствую тебя! Я рад тебя видеть. А у нас теперь новый повар. Майте! Майте! Вот чертово дерьмо, женщина работает на кухне. Привет, амиго. Дэвид? Да, Си. Я вернулся, чтобы покушать. Ну, здорово. Я почувствовал, что тут кто-то начинает готовить еду. Нет, серьезно, что случилось? А что у тебя там в меню-то? Опять фасоль, что ли? Иди ты к черту, пегат. Привет. Как дела-то? Да нормально, а у тебя? Did you see with your own eyes? Oh yeah, I saw a lot of things with my own eyes. Things I didn't want to see. All right? Yeah. I know. Что ты здесь делаешь? I'm glad to see Я you. просто рада тебя видеть снова. No también. Здесь как-то все стало не так. И я никогда не думал, что наступит тот день, когда я скажу это. В Барселоне я видел нормальных людей, товарищей, но кто-то покинул улицы, кого-то убили, другие сгинули в камерах пыток. И это продолжается по сей день. Местные сталинисты просто использовали рабочий класс как пешки на шахматной доске. Просто кинули его в жертву. Тут многое изменилось, пока меня не было. Некоторые знакомые просто ушли, пропали без вести. Да и как тут воевать все время на голодный желудок? Идут разговоры, что скоро предстоит большое наступление, и у нас до сих пор нет нормального оружия. Никто не поддерживает нас, но все верят в победу. И несмотря ни на что, у нас у всех бодрый дух.
quieres escribir, ya sabes mi paradero. Lucho en el frente de Huesca, primera línea de fuego. Lucho en el frente de Huesca, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela. Aunque me tiren el puente y también la pasarela. Me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. Me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. No se han hundido las banderas italianas. Se han hundido las banderas italianas. Y en el puente solo quedan las que son republicanas. Y en el puente solo quedan las republicanas. Прикрой меня! Да здравствует Испания! Медик! У нас очень много раненых, убитых. Они обстреливают нас минами. Послушайте, где обещанная поддержка? Где обещанная поддержка, черт вас дери? Нас тут просто перестреляют всех без поддержки. Вскоре тут никого не останется в живых. Мы не сможем продержаться. Приятель, они должны были нас поддержать уже более часа назад. Так что же мы здесь? Только для того, чтобы на этом холме закрепиться и все? Мне кажется, они просто кинули нас тут. Есть боеприпасы. Подождите. Подождите же, черт вас дери! Слушайте, друзья, они, кажется, потихоньку нас тут окружают. Они ведь знают, где мы находимся. Где они? Готовят нападение, что ли? Да о чем они там думают, этот чертов резерв? Нас уделают же здесь всех. Мы не можем удерживать эту позицию дальше. Мы должны оставаться здесь. Да как ты себе это представляешь? У нас патроны уже заканчиваются. Мы должны показать им нашу решимость, Бернар. Слушай, да они точно знают, что тут происходит. Никто тут на подмогу нам не идет. Бернар, мы же бойцы, ты это ведь понимаешь? Это приказ. Мы подохнем здесь все. Это же безумие здесь оставаться. Да, команданте, немедленно отступайте. Почему вы даете мне этот приказ, когда недавно вы говорили, чтобы мы удерживали позицию? У вас там все в порядке? Я также хотел бы понять, почему мы рискуем здесь нашей жизнью, ждем обещанного подкрепления. У вас там хоть все на месте? Какой же вы команданте? Мадруга, Андрес, сюда! Остальные прикройте. Гарибальди, Рок, мы отступаем на наши прежние позиции. Давайте, Рок. Бернар, слева Джимми прикрывай. Дэвид, контролируй этот фланг. Давай. Быстро, быстро, давайте, передвигайтесь. Быстро, быстро группируйтесь, ребята. Давай, Дэвид. Все отступаем обратно. Идем назад. Вперед.
Ай, черт, в ногу попали. Бланка, давай-ка сюда иди. Здесь одному солдату очень плохо. Иди сюда, Джимми. Будь мужественным. О, моя нога. Мира, кажется, к нам подкрепление идет. Если они пришли воевать, то, кажется, они немного опоздали, не так ли? Эй, Гена, что ты здесь делаешь? Успокойся. Бернард, держи себя в руках. Оставайся на месте. Тихо все. Какого черта здесь происходит? Слушайте. Так, оружие все на землю. Соблюдайте приказ. Что происходит, Лоуренс? Послушай. Таков приказ. А в чем заключается его смысл? Можем ли мы хоть знать, почему? Ты командир и подчиняйся. Отдай приказ своим людям. Я не могу исполнять приказ. Отныне ваше подразделение расформировано. Все вы можете идти домой, за исключением тех, кого я назову. Они пойдут под арест. Тихо! Хуан Видал, Бернар Гаужон, Мигель Анхель Кампус, Рафаэль Хименес. Ты с ума сошел? В чем мы виноваты? В настоящее время Паум находится вне закона. Ваша газета была запрещена, а ваши лидеры арестованы. В чем вы нас обвиняете? Сговор с фашистами. Паум сотрудничает с Франко. Да какой тут заговор? Вы что? Да это что, разве полковник? О, Господи! Это ложь. Это просто ложь. В то время, когда мы тут находимся под обстрелом... Не смотри по сторонам, посмотри лучше мне в лицо. Я же не говорю про вас лично, я говорю про ваших лидеров. Это слова настоящего сталиниста, вот и все. К черту эти распоряжения правительства, все это ерунда. Давай, Гена. А что скажет народ? Как ты все это объяснишь им? Что ты скажешь? Скажешь, что очистили все от Паум? Еще скажешь, может быть, что мы фашисты? Скажешь это про Когана, про других, кто погиб? Неужели мы стали тут вдруг все фашистами? Разве не мы освободили эти места от фашистов? Это же были люди из Паум, те, кто защищал Мадрид. Мы освободили их от Франко. Тихо! Слушать мой приказ. Приготовиться к бою. Успокойтесь. Успокойтесь. Тихо. Что нам делать с ранеными? Мадруга, тихо. Вы арестованы. Что случилось в Барселоне с нашими товарищами, убийцы? Они будут стрелять по нам. Убийцы. Не бросай винтовку, не бросай винтовку. Капитан, контролируйте своих людей.
¡Controla a tus hombres, he dicho! Сражайтесь вместе с нами против фашистов. Фашистские сволочи! Вы пришли сюда, чтобы сказать нам это в лицо? Иди сюда! Трус! Ты трус просто! Иди сюда! Бланка! Они просто исполняют приказ. Иди сюда, трус! Нас просто обманули наши собственные лидеры. Ты просто лжешь. Иди-ка лучше повоюй с нами. Фашисты стреляют в нас. Теперь что, вы будете в нас стрелять? Это ваши руководители из ПАУМ вас толкают на смерть. Лоуренс, откройте глаза. Иди сюда, трус. Вот доказательства. Иди сюда. Иди сюда. Бланка. Что ж ты наделал, гад? За что мы боролись, товарищи? Почему вы это сделали? Вы ублюдки! Убийцы! Убийцы! За что мы боролись, товарищи? Опустите ваши стволы! Смерть сталинистам! Да здравствует революция! Откройте ваши глаза! Большое спасибо. Мы похоронили Бланку на коллективизированной земле. Она бы хотела, чтобы, даже несмотря на то, что сталинисты пришли 4 недели спустя и распустили коммуну, по крайней мере, земля принадлежала ей на некоторое время. Я пытаюсь уехать домой, Кит, но путь этот нелегок. Теперь я в списке разыскиваемых так называемых дезертиров, и меня считают сторонником ПАУМ. Здесь нет безопасных мест, и нам постоянно приходится скрываться. Многие из самых искренних и самоотверженных бойцов против фашизма были убиты.
Но если ты получишь это письмо, знай, я ни о чем не сожалею. Мы разожгли здесь пламя революции, изменили мир. Не беспокойся, наше время еще придет. Мы должны их оставить в земле, но земля теперь наша, товарищи. И от этого места мы должны черпать силы на борьбу. Битвы еще впереди, и врагов наших много. Но мы все еще живы. Нас больше, нас всегда должно быть больше. Мы сильнее, мы всегда будем сильнее их. Грядет завтрашний день. Alta la bandera revolucionaria, que del triunfo sin cesar nos lleva en pos. Извините, я, может быть, что-то не так скажу в эту минуту. На следующий день я разбирала тут вещи и нашла вот это. Это было в числе прочих документов. И я думаю, что стоит сейчас это прочесть. Это стихотворение Уильяма Морриса. «Присоединяйся к борьбе. Когда твои друзья пали, возьми в руки оружие. Сражайся за тех, кто погиб. Продолжи их путь. Сражайся за них. Ведь наше дело правое, и мы обязаны победить». Авторский перевод и озвучка Андрей Лагута. 2009 год. laguta.sannata.ru. Фильм был создан в 1995 году.